Видели цены на новые кроссоверы? Просто космос. Но что сейчас можно выгодно купить на вторичном рынке? Какие машины действительно прослужат долго, а при продаже не потеряют в цене? Я собрал для вас десяток самых выгодных и беспроигрышных автомобилей, оставив настоящий бриллиант наконец. Toyota RAV4 уже успела обновиться до 5-го поколения, и цены там заоблачные, как вы понимаете. И я советую рассмотреть модели с 2005 по 2019 год, принадлежащие к классу CSUV. Особенно популярны на вторичке автомобили третьего поколения с кузовами XA30 и XA40, стоимость которых начинается от 1 миллиона рублей. И поверьте, даже через 5 лет они не потеряют в цене. Рестайлинговая версия 2010 года может стоить уже около 1,5 миллиона рублей, а за модель 2012 года придется выложить от 1,5 до 1 миллиона 900 тысяч рублей. Почему я их так советую? Под капотом у RAV4 находятся надежные бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 литра, а также есть версии с 2-литровым дизельным мотором. Важно помнить, что дизельные версии чаще всего ввозились из-за границы, и российские дилеры не занимались их продажей, так что качество отечественного топлива может не подходить для этих двигателей. Да и детали найти немного сложнее. В RAV4 устанавливаются как 4-ступенчатые автоматические, так и 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач, которые показывают себя надежно при своевременном обслуживании. Вариаторы требуют более бережного обращения, и если с ними обращались небрежно, со временем могут возникнуть проблемы. Среди преимуществ Toyota RAV4 выделяются надежность, ликвидность на рынке, хорошая проходимость, устойчивость на дороге, отличная управляемость, умеренный расход топлива и надежная работа электрики. Однако есть и минусы. Интерьер выполнен из жесткого пластика, лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего, а шумоизоляция на достаточно низком уровне. Но даже при этих нюансах это машина, на которой можно кататься несколько лет, а потом продать, не потеряв ничего. Ну и сразу расскажу еще про одного японца, который заслуживает местечко в моем списке. К 2024 году Mitsubishi Outlander уже добрался до своего 4-го поколения. Но на вторичном рынке все еще востребованы 2-е и 3-е поколения, выпущенные с 2005 по 2018 год. Особенно распространены модели с бензиновыми рядными двигателями объемом 2,2,4 литра, а также ВАА-образным 6-цилиндровым мотором объемом 3 литра. Эти двигатели комплектовались 6-ступенчатой автоматикой, 5-ступенчатой механикой или вариатором. Покупателям доступны как полноприводные, так и переднеприводные версии. Цены на самые старые модели начинаются от 700 тысяч рублей. Рестайлинговые версии предлагаются от 1,8 миллиона рублей, а самые свежие экземпляры могут стоить до 3,5 миллионов рублей. Однако в пределах 2 миллионов рублей можно найти относительно недорогую и неприхотливую в обслуживании машину с комфортным салоном и отличной эргономикой. И поверьте, она прослужит вам долгие годы. Чем хороша эта машина? Outlander отличается достаточно высоким клиренсом в 215 мм, что больше, чем у таких конкурентов, как RAV4 и CR-V. Кроме того, он может похвастаться большим багажником, просторным салоном и продуманными опциями обогрева, что делает его особенно привлекательным в холодное время года. Тем не менее, существуют и недостатки. Лакокрасочное покрытие может быстро потерять свой первоначальный вид, на лобовом стекле возможны трещины, а пластик в салоне склонен к царапинам. Эти моменты стоит учитывать при осмотре, но не надо пугаться их. Это просто распространенные болячки. Что по китайцам? Есть ли достойные варианты на вторичном рынке? Emgrand X7 начал свое производство в 2011 году. На рынке Emgrand X7 представлен с бензиновыми двигателями объемом 1,8, 2,2,4 литра, которые работают в сочетании с 6-ступенчатой автоматической или 5-ступенчатой механической коробкой передач. Полноприводные версии, к сожалению, отсутствуют.
Цены начинаются с 450 до 550 тысяч рублей, но это без учета возможных дополнительных расходов на ремонт. Рестайлинговые модели 2018 года уже идут по цене от 1,2 миллиона рублей, а машины 2019-2020 годов предлагаются начиная от 2 миллионов рублей. Среди достоинств модели выделяются высокая посадка водителя, привлекательный дизайн и большие боковые зеркала, которые улучшают видимость. Однако у автомобиля есть и недостатки. Сложность ремонта кузова, широкие кузовные стойки, которые снижают обзорность, недостатки при сборке, частые мелкие поломки и слабое лакокрасочное покрытие. Кроме того, машина имеет низкую проходимость, что может быть критичным для некоторых покупателей. Важно также учесть, что если вы станете вторым владельцем такого автомобиля, продать его впоследствии может оказаться довольно сложной задачей из-за вышеупомянутых недостатков и предвзятого отношения. Поэтому давайте расскажу про более универсальный вариант. Встречайте Hyundai Santa Fe, популярный кроссовер, который с 2006 по 2018 год радовал автолюбителей своими вторым и третьим поколениями, с кузовным индексом SM завоевал доверие на мировом рынке. Изначально эти автомобили поставлялись с двумя типами двигателей – турбодизелем объемом 2,2 литра и бензиновым V6 объемом 2,7 литра, работающими в паре с четырехступенчатой автоматикой или пятиступенчатой механикой. Все машины комплектовались полным приводом. В 2010 году модель претерпела рестайлинг. Мощность дизельного двигателя была увеличена со 150 до 197 лошадиных сил. На вторичке можно найти старый кузов приблизительно за 500 000 рублей, в то время как автомобили после рестайлинга начинаются от 800 тысяч рублей. Самый дорогой вариант – это Hyundai Santa Fe Grand 2018 года, стоимость которого может достигать 3,5 миллиона рублей. Владельцы ценят надежность Santa Fe. Даже дизельные двигатели могут прослужить до 400 тысяч километров. Ремонт этих машин считается относительно недорогим и несложным, а машина хорошо себя показывает на дороге с просветом в 203 мм. Среди преимуществ модели выделяются комфорт, просторный салон и багажник, привлекательный дизайн, доступное обслуживание и хорошая шумоизоляция. Явных минусов фактически и нет, пластик слегка скрипучий, а в остальном все не хуже, чем у конкурентов. Ну и вот прямой корейский конкурент Kia Sportage. Он давно завоевал популярность на рынке, особенно со второго по четвертое поколения, выпущенных с 2005 по 2018 год. Это настоящие мировые хиты. На вторичном рынке стартовая цена за автомобиль 2009 года выпуска начинается от 500 000 рублей, а рестайлинговая версия обойдется примерно на 100 тысяч рублей дороже. Особенно ценятся автомобили словацкой сборки. Они шли с бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 140 лошадиных сил и дизельными моторами мощностью 112 лошадиных сил. Двигатели работали в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая версия была переднеприводной с механической коробкой передач и бензиновым двигателем, в то время как все остальные модификации имели автоматическое подключение полного привода. Интересно, что иногда на вторичке можно встретить модели с дизельным двигателем объемом 2,7 литра и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя они и отличаются высоким расходом топлива, владельцы выделяют их отличную динамику разгона. Среди преимуществ Sportage хочу отметить большой 593-литровый багажник, надежность распространенных двигателей, хорошие коробки, переключение передач, просторный и комфортный салон. Машина действительно имеет все необходимое даже в базовой комплектации. Можете смело покупать, добавив шумоизоляцию, получите просто великолепный автомобиль. А это вариант, если вы ограничены в бюджете, но хотите получить надежный семейный автомобиль. Да, я говорю про Renault Duster и его близнецы в разных странах. В 2015 году Duster прошел рестайлинг, и его первое поколение продолжали выпускать до 2021 года. На вторичном рынке старые модели можно приобрести за 600 тысяч рублей в
то время как версии после рестайлинга стартуют от 800 тысяч рублей. Более новые автомобили, выпущенные в 2020-2021 годах, продаются от 1,6 до 2,4 миллионов рублей в зависимости от комплектации и пробега. Среди преимуществ Duster хочу выделить его оцинкованный кузов, устойчивый к коррозии, надежные двигатели, хорошая проходимость, недорогое обслуживание и прочная подвеска. Однако и тут есть свои нюансы. Слабая шумоизоляция, использование очень дешевого пластика в салоне, ну и достаточно слабое лакокрасочное покрытие. Машины без сколов и пескоструя очень сложно найти, но в остальном это просто великолепный вариант. А что брать, если хочется что-то более статусное? Немецкое? Советую присмотреться к Volkswagen Tiguan первого поколения, который выпускался с 2007 по 2017 год и получил рестайлинг в 2011 году. Начальные модели оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра, а также дизельным двигателем на 2 литра. Предлагались два варианта трансмиссий – шестиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Изначально среди переднеприводных моделей был только один вариант с бензиновым двигателем 1,4 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механикой, в то время как все остальные версии были полноприводными. После рестайлинга увеличилось количество переднеприводных версий, а также появилось больше разнообразия в трансмиссиях, включая роботизированные коробки DSG 5 и 7 ступеней. Цены на Tiguan первого поколения на вторичном рынке начинаются от 700 тысяч рублей, а модели после рестайлинга стоят от 800 до 950 тысяч рублей. Самые новые и дорогие версии могут достигать от 1,8 до 2,9 миллионов рублей в зависимости от комплектации и пробега. Среди преимуществ Tiguan отмечают хорошую управляемость, высокую надежность, просторный салон, комфорт в управлении и высокое качество материалов салона. Тут все гораздо приятнее, чем в Дастере. Однако есть и недостатки, такие как маленький багажник, не лучшая обзорность и жесткая подвеска. Ну и будьте аккуратней с турбированным двигателем, турина частенько отваливается после 100 тысяч километров, поэтому поинтересуйтесь у владельца о ее замене и обслуживании. Ну и настоящая мечта многих. Второе поколение кроссовера BMW X5 E70 производилось с 2006 по 2013 год и получило рестайлинг в 2010 году. Также стоит упомянуть третье поколение этой модели в кузове F15, выпускавшееся с 2013 по 2018 годы. Если сфокусироваться на кузове E70, доступны модели с тремя бензиновыми двигателями объемом 3, 4,4 и 4,8 литра, а также с двумя дизельными моторами объемом 2,9 и 3 литра. Все автомобили этой модели оснащены полным приводом и 6- или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на машины второго поколения начинаются от 1 миллиона рублей и могут достигать 1,2 миллиона рублей. При этом стоит быть готовым к дополнительным вложениям из-за возраста и пробега автомобиля. Рестайлинговые версии обойдутся от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Преимущества BMW X5 E70 включают высокий уровень комфорта, богатую комплектацию, отличную управляемость, замечательную динамику разгона, качественные материалы салона и превосходные тормозные системы. Да и просто это очень красивая машина, которая актуальна и пользуется уважением на дороге до сих пор. Но учтите, что на вторичном рынке трудно найти модель в идеальном состоянии, и владение таким автомобилем может обойтись вам очень дорого. Но оно того стоит. А если вы хотите компактный и удобный семейный автомобиль, то присмотритесь к Skoda Yeti. На мой взгляд, это очень недооцененный автомобиль. Несмотря на свою неоднозначную внешность, он завоевал множество поклонников, что подтверждается его популярностью на вторичном рынке. Yeti представлен в различных конфигурациях, включая 4 бензиновых двигателя.
объемом 1,2, 1,4, 1,6 литра. Есть даже модификация с 1,8 и 2-литровым дизель. Но встречаются они гораздо реже. Покупателям доступны как передний, так и полный привод, а в списке трансмиссий шестиступенчатая механическая коробка и две версии роботизированной DSG с 6 и 7 ступенями. Однако не все так гладко. Турбированный 1,8 двигатель известен своим повышенным расходом масла, особенно в автомобилях первых годов выпуска. Четырехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра также имеет свои минусы, включая небольшую мощность для кроссовера и ограниченный ресурс цепи ГРМ. Несмотря на это, модель хорошо подходит для городской езды благодаря быстрому разгону и высоким оборотам. С дизельными двигателями связаны свои риски, включая проблемы с двухмассовым маховиком, который не отличается долговечностью. В то же время коробки передач в целом надежны. Цены на Yeti начинаются от $500 000 рублей для более старых версий, в то время как рестайлинговые модели стоят от 750 до 800 тысяч рублей, и максимальная цена может достигать 1,9 миллиона рублей. Преимущества Skoda Yeti включают маневренность, хорошую управляемость, низкий расход топлива, крепкую подвеску и недорогое обслуживание. В целом, это достаточно бюджетный и неплохой автомобиль, он вполне может конкурировать с Duster'ом. Ну и абсолютный лидер моего списка – Honda CR-V. Это японский компактный кроссовер. К 2024 году отметил выпуск 5 поколений, подтверждая свою мировую популярность. Особенно востребованными на вторичном рынке являются модели третьего поколения в кузове РE, которые выпускались с 2007 по 2012 год, включая небольшие изменения в дизайне, произведенные в 2009 году. Цены на подержанные CR-V варьируются от 1,3 до 1,8 миллиона рублей, иногда достигая и 2 миллионов, что зависит от года выпуска и состояния машины. CR-V характеризуется отличной динамикой и комфортом на трассе, однако не предназначен для серьезного бездорожья. Салон автомобиля просторный, особенно в моделях с 2,4-литровым двигателем, которые предлагают впечатляющую динамику разгона, что является отличительной чертой автомобилей Honda. Это настоящее японское качество, которое будет служить вам долгие годы. И да, ликвидность тоже отличная, машину легко можно будет продать с минимальными потерями, а то еще и заработать. Но помните, что не стоит доверять продавцу во всем, всегда осматривайте автомобиль и проверяйте все нюансы. И, кстати, если вы хотели бы заработать деньжат, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем очень рады.